Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха. Она обрушилась сразу на несколько континентов. Штормы, наводнения, ураганы – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. Сегодня вы увидите, как она делает это снова. И начнем сегодняшний выпуск с Испании. Запад Андалусии оказался вчера в эпицентре мощного атмосферного фронта. Шторм, сопровождающийся проливными дождями, вызвал локальные наводнения, парализовал движение и нанес ущерб инфраструктуре. Метеослужба объявила красный уровень тревоги для побережья провинции Уэльва и оранжевый для Севильи. Больше всего от стихии пострадали прибрежные районы. Осадки достигли 120-160 мм за 12 часов. Жители 12 городов Уэльвы получили экстренные оповещения на свои телефоны с призывом оставаться дома, поскольку проливной дождь затопил улицы, а реки вышли из берегов. В городе Хибралеом торнадо повалил металлические конструкции и деревья. Еще один смерч пронесся вблизи побережья острова Исла-Кристина, повредив здания и линии электропередач. Город Севилья установил новый рекорд по количеству осадков, получив 115 литров на квадратный метр. Хлынувшие потоки воды затопили десятки улиц, дома и тоннели. Общественный транспорт полностью остановился. Движение поездов между Севильей и Уэльвой было приостановлено из-за сбоя в электроснабжении. Линия метрополитена между Амате и Лас-Платас была частично перекрыта из-за затопления туннелей. От наводнения пострадало и одно из крупнейших медицинских учреждений Севильи – больница Вирхен-Макарена. На фоне непогоды власти закрыли все парки и учебные заведения. В Кадисе из-за сильного ветра отменено паромное сообщение между Тарифой и Танжером. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Все экстренные службы сейчас работают в усиленном режиме. Ведется откачка воды, восстановление поврежденных дорог и оборванных линий электропередач по всей провинции. Власти призвали жителей оставаться дома и избегать необязательных поездок. В районе Гебзе, расположенном в провинции Коджа-Эли на востоке от Стамбула, обрушилось 7-этажное жилое здание. Семья из 5 человек, проживавшая на втором этаже, оказалась заблокированной под завалами. 18-летнюю девушку удалось спасти. Ее младшая сестра и брат погибли. Сейчас спасатели все еще ищут родителей. На место происшествия было направлено 627 спасателей. Мэр Гебзе Зиннур Бюгёс не исключает, что обрушение могло быть связано со строительством линии метро поблизости от здания. 28 октября на исландскую столицу обрушился мощнейший октябрьский снегопад за более чем 100 лет. За ночь и утро в городе выпало до 27 сантиметров снега, побив рекорд 1921 года, когда за аналогичный период выпало 15 сантиметров. В связи с экстремальными погодными условиями Метеорологическое управление Исландии объявило оранжевый уровень предупреждения для юго-западного региона. Движение в городе оказалось парализовано. Полиция вынуждена была закрыть основные магистрали, многие автомобилисты застряли или просто оставили свои машины посреди дороги. Очереди в шиномонтажные мастерские растянулись на несколько часов. На фоне непогоды международный аэропорт Кевлавик приостановил часть рейсов. В свою очередь, национальная авиакомпания Iceland Air отменила все полеты, запланированные после полудня. Жителям Рейкьявика власти рекомендовали в этот день не выходить на улицу без крайней необходимости. Национальный морской берег Кейп-Хаттерас выпустил предупреждение для населения об опасных погодных условиях и сохраняющейся угрозе для прибрежных сооружений в Роданте и Бакстоне. Национальная метеорологическая служба прогнозирует сильные порывы северо-восточного ветра, большие волны и затопление.
Во вторник обрушились 5 прибрежных домов, стоявших прямо у океана. Пострадавший участок тянется от деревни Бакстон до мыса Кейп-Пойнт. Берег и прибрежные воды сейчас завалены крупными и мелкими обломками, частями домов, сваями и бытовыми предметами. В связи с этим весь доступ к пляжу от северной части Бакстона до съезда номер 43 закрыт по соображениям безопасности. С середины сентября по середину октября здесь уже разрушились 10 домов, и большая часть мусора к тому моменту была убрана. Новая волна разрушений вновь подняла вопросы безопасности этого уязвимого участка побережья. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Утро вторника для жителей микрорайона Березовое в Иркутске обернулось транспортным коллапсом. Нечищенная дорога с подъемом превратилась в ледяную горку, на которой машины таранили друг друга, скатываясь вниз. Всего в результате ДТП повреждены 8 автомобилей, никто не пострадал. Сотрудники госавтоинспекции Иркутской области возбудили административное производство в отношении администрации Иркутского муниципального округа в связи с несоблюдением требований безопасности дорожного движения к содержанию автодороги, на которой произошла массовая авария. Сильные дожди обрушились на южные и центральные регионы Португалии, вызвав масштабное наводнение и транспортный коллапс. Наиболее серьезно пострадал регион Алгарве. Основной удар стихии пришелся на округа Фару и Виларреал де Санто-Антонио. Утром 29 октября метеостанция аэропорта Фару зафиксировала 30,8 мм осадков всего за 1 час, что эквивалентно среднемесячной норме для конца октября. Ливень совпал с приливом, в результате чего ливневые системы не справились с огромным объемом воды, и улицы превратились в бурные реки. Вода затопила дома, магазины и подвалы. По данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите, с полудня вторника до утра среды было зарегистрировано более 1000 вызовов экстренных служб. Большая часть этих инцидентов была связана с подтоплениями и перебоями в движении транспорта. Несмотря на масштаб стихийного бедствия, сообщения о погибших или серьезно пострадавших не поступало. Власти и экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий наводнения и оказанию помощи населению. Саудовская Аравия представила амбициозный проект строительства первого в мире стадиона на крыше небоскреба. Футуристическая арена, получившая название Neom Stadium, разместится на высоте 350 метров над землей и станет частью ультрасовременного города будущего The Line. Арена сможет принять около 46 тысяч зрителей. Согласно заявлениям разработчиков, стадион будет полностью работать на возобновляемых источниках энергии. Открытие запланировано на 2032 год. Ожидается, что стадион Neom примет несколько матчей чемпионата мира по футболу 2034 года, который пройдет в Саудовской Аравии. В Вольском районе Магаданской области спасли 2 рыбаков и собаку, застрявших на реке Яна. Сообщается, что пострадавшие переезжали реку на автомобиле. Когда у машины загорелся двигатель, после того, как пожар удалось потушить, автомобиль уже сковало льдом, и он не мог двигаться дальше. Рыбаки обратились за помощью, и к ним был направлен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Спасатели эвакуировали их на вертолете и доставили в Магадан. Медицинская помощь им не потребовалась. Ураган Мелисса покидает государство Карибского бассейна и держит курс на Бермуды, оставив за собой след разрушений на Ямайке и Кубе и затопив Багамы и острова Теркс и Кайкос. По меньшей мере 31 человек погиб в результате урагана на Ямайке, Гаити и в Доминиканской республике. На Ямайке восстановительные работы только начинаются. 77% территории острова остаются без электричества. После осмотра наиболее пострадавших населенных пунктов премьер-министр Ямайки назвал разрушения душераздирающими. Город Блэк-Ривер, расположенный на юго-западном побережье острова, оказался в зоне действия сильнейших ветров Мелиссы. Ущерб, нанесенный домам, действительно шокирует.
Более 700 тысяч жителей были эвакуированы из восточного региона Кубы. Власти пока не сообщают о каких-либо жертвах в результате урагана. По мнению экспертов, рекордная жара в Атлантике, вызванная изменением климата, помогла Мелиссе быстро усилиться, в результате чего скорость штормового ветра всего за один день подскочила до ураганных отметок. Повышение температуры воды также привело к усилению дождей и усилению штормовых нагонов. Поскольку моря поглощают более 90% избыточного тепла на планете, каждое небольшое увеличение температуры делает ураганы, подобные Мелиссе, еще более разрушительными. В дальнейшем ожидается, что Мелисса пройдет вблизи Бермудских островов поздним вечером в четверг или ранним утром в пятницу, как ураган второй или первой категории, но, вероятно, не окажет существенного влияния на масштабы угроз для архипелага. После катастрофических последствий урагана на Ямайке почти наверняка имя Мелисса будет удалено из списков будущих названий ураганов. На острове Недоразумения в Магаданской области вспыхнул крупный пожар. На кадрах, снятых с борта воздушного судна, видно, что значительная часть острова охвачена огнем и густыми клубами дыма. Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, это человеческий фактор. По данным МЧС, тушением пожара занимаются подразделения авиалесоохраны. Остров Недоразумения расположен в Охотском море в 20 километрах к западу от Магадана и в 3 километрах от материкового побережья. Он получил свое название из-за ошибки гидрографической экспедиции, которая в 1910-х годах не нанесла его на карту из-за того, что рельеф и окраска острова визуально сливались с материком. Вчера город Истаравшан, расположенный в Сагдийской области Таджикистана, оказался в эпицентре мощной пыльной бури. Около полудня сильный ветер с юго-запада, дующий со скоростью 15-20 метров в секунду, поднял в воздух тонны пыли и песка из засушливых степей и долин Сырдарьи, из-за чего улицы города мгновенно утонули в оранжево-серой мгле. На трассе Душанбе-Худжанд видимость упала ниже 300 метров, что привело к пробкам. Местные власти призвали жителей избегать длительных прогулок по улицам и проспектам, особенно вблизи дорог с интенсивным движением транспорта. В свою очередь метеорологи предупреждают, что с 31 октября по 3 ноября в городах и районах Хатлонской области, в районах республиканского подчинения и в городе Душанбе прогнозируется прохождение пыльных бурь и ухудшение качества воздуха. В американском штате Миссисипи в аварию попал грузовик, перевозивший лабораторных обезьян. По официальным сообщениям, это были макаки-резусы, вид обезьян, которых часто используют в научных исследованиях. После столкновения грузовика несколько клеток с животными повредились, благодаря чему часть обезьян выбралась на волю. Водитель машины сообщил полиции, что эти животные могут быть опасными, так как они якобы заражены инфекционными заболеваниями – гепатитом С, герпесом и COVID-19. Однако представители университета Тулейна, который занимается исследованиями на животных, опровергли заявление водителя. Они пояснили, что эти обезьяны не инфицированы никакими болезнями и не принадлежат университету. Их просто перевозили по договору с другой научной организацией. Несмотря на это, власти решили действовать осторожно. Полиция округа Джеспер начала широкомасштабную операцию по поиску и уничтожению беглецов. По последним данным, поиск 3 обезьян все еще продолжается. Точное число животных, находившихся в грузовике, пока не установлено. Небо над Пакистаном озарила огненная радуга. Это редкое явление, известное также как окологоризонтальная дуга. Происходит, когда солнечный свет проходит через высоко расположенные перистые облака и преломляется в кристаллах льда. Его наблюдали в Лахоре, Карачи, Пешаваре и даже в горных районах Хайбер-Пахтунхвы. По данным НАСА, такая дуга наблюдается всего несколько раз в год в средних широтах, и Пакистан – идеальное место благодаря сухому климату и высоким облакам в переходные сезоны. В 2025 году это уже 3-е подобное событие в Южной Азии после Индии и Бангладеш.
Расположенный в Шривпорте, штат Луизиана, новый распределительный центр Amazon стал крупнейшим складом компании, использующим искусственный интеллект для управления парком роботов. По информации компании, количество робототехнических устройств здесь в 10 раз превышает число на складах предыдущего поколения. Площадь нового объекта составляет более 280 тысяч квадратных метров. Хотя автоматизация повышает производительность по сравнению с действующими объектами, Amazon подчеркивает, что она не заменяет рабочие места. Напротив, компания утверждает, что штат Amazon продолжит расти. Кроме того, внедрение новых технологий создаст дополнительные квалифицированные рабочие места. Фактически, нашим распределительным центром нового поколения и объектам с передовой робототехникой потребуется на 30% больше сотрудников на позициях ремонтного, сервисного и инженерного персонала, утверждают в Amazon. Теория хорошо, а практика лучше. Теоретические знания о поведении во время стихийных бедствий, различные памятки, таблички на стенах зданий – это хорошо. Но как не растеряться и что реально делать в такой ситуации? В Токио открыли симулятор стихийных бедствий. Посетители могут испытать на себе землетрясения, тайфуны и другие природные катастрофы и узнать, а самое главное попробовать, как правильно действовать в экстренной ситуации. Инструкторы показывают, как открывать двери под давлением воды, оказывать первую помощь и покидать задымленные помещения. Вход, как утверждается, бесплатный. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.